Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по-прежнему 22 октября, вторник. Продолжаю сегодняшний новостной выпуск в связи с большим количеством важных событий. Как я вас предупреждал, я разбил его на две части. Вот начинаем вторую часть. Одно из проявлений подготовки по худшему варианту к исходам предстоящих президентских выборов Соединенных Штатов Америки, это на тот случай, если изберут Трампа, НАТО создала новое командование в Висбадене. Называется она NSATU. Это, так сказать, аббревиатура, что в переводе обозначает NATO Security Assistance and Training for Ukraine. Это помощь Украине в области безопасности и тренировки. Это командование будет находиться в Висбадене. До этого в Висбадене практически с начала российской агрессии была группа старших офицеров, генералов, которая в значительной степени координировала ту помощь, которая шла от стран НАТО и прежде всего Соединенных Штатов в Украине, а также в значительной степени оказывала помощь в планировании операций на поле боя. Ну, надо сказать, что с тех пор, когда был назначен, вопреки неоднократных предупреждений партнеров Украины о том, что будет катастрофа, я имею в виду, если снимут Залужного и других генералов, что Банкова все-таки сделала. Так вот, значит, вот после этого, насколько я понимаю, эта часть помощи была в значительной степени свернута. Эта была свернута до того, как Сырский по указанию совершил Курскую операцию. Вот. Теперь, значит, там возрождается вообще совершенно. До этого это была группа просто поддержки, а теперь это отдельное новое командование, в которое будет входить где-то 320 человек. Из них 300, как сообщается, уже прибыло в Висбадене. Пока они находятся, значит, на территории американской военной базы. Затем их передислоцируют в другой район постоянного базирования. В столице штата Гессен этого подразделения уже расквартировано в Польше и Румынии. Ну, понимаете, да, по логистическим соображениям. В задачи командования входит дальнейшая подготовка украинцев, их тренировок по системам для использования систем вооружений и координация поставок вооружений. До сих пор этим занималось международное подразделение во главе с Соединенными Штатами. Вот это как раз та группа, о которой я вам говорил. Американцы там играли ведущую роль. Теперь, значит, это все переходит под зонтик НАТО. По идее, значит, если в любом случае, если Трамп выполняет свою давнишнюю угрозу свернуть участие страны в Североатлантическом альянсе, он по-прежнему будет работать, о чем свидетельствуют те планы, о которых я вам рассказал в предыдущем выпуске. Ну и сегодня, как вы знаете, открылся саммит БРИКС в Казани. Сейчас там председательствует Российская Федерация, поэтому это территория РФ. И там Владимир Путин. До открытия этой сессии на прошлой неделе Путин провел встречу это планировались высокопоставленные представители на уровне министра финансовой экономики, но приехали туда, как пишут ряд публикаций, приехали туда второстепенные чиновники соответствующих правительств, что уже говорит о их отношении их стран к предстоящему саммиту. Так вот, с ними повстречался Путин и попросил у стран БРИКС инвестиции и технологии для России. Короче говоря, деньги. Попросил денег. По его словам, Россия максимально открыта к деловому сотрудничеству со странами БРИКС. Как сообщают российские издания, об этом он заявил в обращении к деловому форуму блока, который стартовал в пятницу в Москве. В пятницу прошлую. Объем вложений в Россию со стороны государств блока, который Кремль продвигает как альтернативу большой семерке, ни больше, ни меньше, официально статистика не раскрывает, потому что с момента российской агрессии против Украины
правительство Российской Федерации засекретило данные по прямым инвестициям в РФ после начала войны. Но кое-какие прикидки можно сделать, если посмотреть последний доступный отчет. А последний доступный отчет – это состояние дел на 1 января 2022 года. Так вот, согласно этому отчету, тогда, в довоенное время, страны БРИКС инвестировали в российскую экономику лишь 3,8 миллиарда, что составляет или составляло менее 1% от общих прямых инвестиций вообще всех стран в Россию. Чувствуете разницу? Это тогда было. Сейчас надо полагать еще хуже. 3,8. Менее 1%. Вот тот блок, это реально вот отражение значения этого блока в жизни реальной Российской Федерации. И теперь у этих, которые вложили в российскую экономику менее 1% инвестиций в нормальное время, значит, просят еще дайте денег. То есть речь идет не о инвестициях, речь идет именно дайте денег. Инвестиции от Китая, которые так ждал Кремль, когда начинал эту авантюру с агрессией в Украину, и который Кремль рассчитывал, что эти инвестиции придут на замену западным инвестициям. Так вот, с 2014 года эти инвестиции китайские сократились на треть. Вот вам самое лучшее отражение реального отношения Пекина к России, к Путину и том, что они делают. То есть, Россия, Путин, они сами впасть льву ползут, нельзя их останавливать, нельзя им препятствовать в этом деле. Но помогать им реально, судя по данным, значит, Китай особо не собирается. Итак, в 2014 году прямые инвестиции Китая составляли 4,5 миллиарда, а теперь составляют 3,2 миллиарда долларов. После российского вторжения в Украину китайские власти запретили местным, то есть китайским компаниям вкладываться в нефтегазовый сектор России, отказались инвестировать в проект «Сила Сибири-2» и дали указание автоконцернам Китая не строить в Российской Федерации свои предприятия. Индия – это второй по размеру экономики участник БРИКС. Перед войной Индия держала в России ничтожные 613 миллионов прямых инвестиций, в 33 раза меньше, чем Германия, и в 61 раз меньше, чем Великобритания. А вложения от ЮАР и Бразилии были настолько малы, что вовсе не попали в статистику Центрального банка Российской Федерации. Вот кем Россия собиралась заменить страны Западной Европы, Соединенные Штаты Америки. Накануне саммита БРИКС, который состоится, значит, который сегодня открывается, Россия выступила с амбициозным проектом по созданию альтернативной доллару системы платежей. По данным Reuters, в рамках этого плана Москва предложила связать центробанки и коммерческие банки стран блока единой блокчейн-системой, которая позволила проводить транзакции без контроля западных регуляторов. Я вам скажу так. БРИКС существует 15 лет. И до сих пор реальных результатов, каких-то так впечатляющих, которые позволили бы сказать, что да, это организация, которая может противостоять или серьезно конкурировать G7, для чего она, собственно говоря, и якобы создавалась. Так вот, значит, до сих пор ничего подобного, значит, эта организация не создала. Вместо этого, значит, самой страшной угрозой, которая постоянно пугает западные страны, это создание сначала альтернативной денежной единицы. И на прошлом заседании БРИКС это было главным. Обсуждали, и судя по тому, что там происходило, сейчас создадим. То ли это будет какой-то модифицированный юань, то ли какой-то особый тугрик. Короче говоря, это нечто, которое должно было похоронить доллар и похоронить евро. И значит, это была предыдущая сессия, где серьезно обсуждался этот вопрос. На этой сессии этот вопрос уже не обсуждается. Что характерно, собственно говоря, для работы БРИКС. Покричали, собрались, пошумели и все. Сегодня возникает другой вопрос. Это вопрос не о создании валюты альтернативной, а о создании альтернативной системы платежей. Что себя представляет на настоящий момент БРИКС?
Потому что мне некоторые читатели присылают статьи, согласно которым там чуть ли не панические настроения. Посмотрите на карту. Если посмотреть на карту, где закрашены соответствующим цветом те страны, которые вот уже вошли, а сейчас новые страны, то есть недавно их-то всего ничего было, БРИКС и все. А сейчас туда уже и Египет, тут уже и Эмираты, туда уже и Эфиопия вошла, а дальше-то что будет? Там целая очередь. Но тоже забывается, что туда отказались войти Аргентина, вот только что буквально стало известно, Казахстан отказался войти, что вообще невероятно. Недавно тут рассказывали, что чуть ли не ближайший союзник Путина Такаев, затем Саудовская Аравия, это дружбан Путина, кронпринц, который согласовывал с ним цены на нефть и влиял таким образом в пользу России на международные нефтяные рынки. А по большому счету, значит, организация задумывалась товарищем Си для того, чтобы собрать под собой так называемый глобальный юг и стать его лидером, то есть расколоть типа мир на две части, и вот он будет во главе этой второй части, во главе глобального юга. И Путин ему тоже нужен был для этого дела, для того, чтобы, ну, как спойлер, актора, который будет создавать проблемы, а Китай будут держать его типа под контролем, за что Запад должен был бы быть ему благодарным. Ну, вот так вот получилось. Затем туда начали приходить другие страны, между которыми уже существовали непримиримые противоречия. Индия, Индия, Китай. Эти страны, которые находятся в достаточно жестком противостоянии, ну, чуть ли не враждебная, правда. Эта враждебность скрывается за такой маской, ну, что ли, джентльменов. Не ругается последними словами на публике, ну, и то хорошо. И вот сейчас, значит, Запад действительно выражает глубокую обеспокоенность, что Индию там начнут охмурять, тот же Путин, Си Цзиньпин, и призывает следить, вот, каким образом будет проходить эта сессия. Не появятся ли там фотографии с обнимающимися Моди и Си? Вот это будет, значит, нехорошее свидетельство о развитии событий. А вот если они будут стоять в сторонке, это типа нормально. То есть вот, значит, Индия там, за которой следует следить, затем Казахстан. Ну, Казахстан буквально накануне открытия сессии вдруг Такаев заявляет, что в обозримом будущем Казахстан не хочет вступать в эту организацию. И Казахстан, потому что Казахстан считает, что есть Организация Объединенных Наций, которая является глобальной и достаточно авторитетной, обладающей достаточными полномочиями, в рамках которых и надо обсуждать все проблемы серьезные. То есть этим заявлением, то есть фактически позиция, если следовать этому заявлению, Такаев, а это дипломат, грамотный человек, и Казахстан, значит, вообще не считает БРИКС, по большому счету, серьезной экономической организацией. Он даже не говорит никаких экономических проблемах, которые можно решать в рамках БРИКС. Он говорит о том, что надо решать политические проблемы в ООН. И даже здесь он не верит, что БРИКС может быть серьезной. Вот как это рассматривать? Учитывая недавнее проявление такого тесного сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией. Я думаю, это надо расследовать, то есть рассматривать в смысле еще более особых отношений между Пекином и Астаной, чем между Астаной и Москвой. То есть вряд ли Казахстан бы сделал бы такое заявление, если бы для этого не было благословения товарища Си. И это накануне сессии БРИКС. Затем Саудовская Аравия, которая, казалось, просто у нее чуть ли не интимные отношения, настолько доверительные между кронпринцем и Путиным. Так помогал кронпринц поднимать российскую цену на нефть. А тут вдруг раз и резкое сокращение. И теперь, значит, совсем недавно шла речь о том, что там подписываются двусторонние такие серьезные соглашения между Саудовской Аравией и Пекином о переходе на местные валюты в двусторонних экономических отношениях. И у тебя, на тебе, опять-таки, вот еще 2 недели назад речь шла о том, что саудовские представители приедут на эту встречу.
А теперь на прошлой неделе, значит, было объявлено, что нет, Саудовская Аравия никакого отношения к БРИКСу не имеет и туда не приедет. Это такое чуть ли не скандальное заявление. Короче говоря, в результате вот этих всех расширений, что произошло? Произошло действительно расширение, причем оно такое чуть ли не авральное. И вопрос, почему это происходит? Ну, это происходит для того, чтобы просто расширить. В этом заинтересован ИСИ, и в этом заинтересован Путин, которому, ну, не хочется выглядеть в качестве изгоя, а вот в рамках БРИКС он как бы человек, который принят среди большого количества государств, к нему нормально относятся, значит, это не изгой. То есть он себя нормализует, легализует как нормальный участник международных отношений в определенной части земного шара, естественно. Значительная часть участников, как отмечают специалисты, туда приезжают для того, чтобы потусоваться, чтобы сфотографироваться с серьезными людьми, такими как Си Цзиньпин, другим, может быть, Путин нравится там и так далее. Короче говоря, это площадка, где каждая маленькая страна хочет, вернее, ее представитель, ее руководитель хочет какой-то периодически выезжать на большие форумы и фотографироваться с большими людьми. Ну и значительная часть думают, смотрят, так, Китай богатая страна, может быть, здесь чем-то поживиться. Ну и главную идею, которую будут обсуждать на этой сессии, это планы одновременно и Китая, и Путина о создании новой системы платежей. Забыв и провалив идею о создании альтернативной мировой валюты, они перешли, значит, к этой системе. В чем состоит смысл? Смысл в том, чтобы наладить систему электронных расчетов, в основе которых будет криптовалюта между странами-участниками. То есть до сих пор, в условиях, когда господствует доллар в международных платежах, платежи шли через корреспондентские банки. Корреспондентские банки – это американские банки. И если платежи все идут через них, они видят, что идет куда, и они их контролируют. И они, вот этот и есть стоп-кран, который Америка может нажать и таким образом остановить платежи. И тут вот санкции, отсюда все это будет идти. А если реализуется та система, которую хотят вести Пекин и Москва, тогда корреспондентские банки вообще не нужны будут. Местные банки, национальные, стран-участниц, через вот эти электронные платежи, криптовалюту, они будут напрямую контактировать друг с другом, уже не будет большого дяди, который сможет тебе вставить палки в колеса. В этом состоит идея. Произойдет это, осуществят это они эту идею или нет, давайте посмотрим. Потому что, 15 лет они бьются над тем, чтобы что-то сотворить, и пока они ничего не сотворили. Получится ли у них на этот раз, не знаю. Но впечатление такое, что вот, конечно, вся эта система с электронными независимыми платежами и криптовалютой, она потенциально может подорвать существующую ныне систему, международную финансовую систему, и поэтому американцы относятся достаточно нервно ко всем попыткам, значит, запустить и развить систему платежей криптовалюты на международных рынках. И, как говорят некоторые специалисты, когда этот вопрос станет серьезно так на повестке дня, просто будет принято волевое решение в Соединенных Штатах, и все это будет разнесено вдребезги какой-нибудь очередной зубодробительной санкцией. Поэтому, вот как отмечают в целом серьезные аналитики, оценивая предстоящую, начавшуюся сессию БРИКС, все, что происходит, весь смысл этого шоу состоит в следующем, что стоя рядом со всеми крупными лидерами третьего мира, развивающихся стран, куда теперь попала и Россия, пожимая им руки и фотографируясь, Путин будет пытаться сказать миру, что Россия не изолирована. Он будет говорить о том, что Россия – это часть глобального большинства, а та часть международного сообщества, которая пытается изолировать Россию, это Запад. И Запад по умолчанию становится глобальным меньшинством, которое подвергает Россию остракизму. То есть нормальной части мира, большей части мира, Путин нормальный человек, все нормально, что он делает, что делает Россия в Украине. Это все хорошо.
А это, ну, это меньшинство. Америка, там, НАТО, Евросоюз, там, G7 и так далее. То есть вот с точки зрения пиара, пропаганды, с точки зрения дипломатии, возможно, вот это, конечно, негативная позиция или негативная сторона происходящего процесса этих БРИКС. Но надо понимать, что это опять-таки в большей части пиар, чем это есть нечто реальное. А реальное состоит вот в чем. Недавно, на прошлой неделе, в Риге состоялась конференция по безопасности внешней политики, где выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. В ходе своего выступления он заявил, что Россия потратила 650 миллиардов долларов, которые были сэкономлены и отложены на черный день в темные времена, ну, когда были высокие цены и царила мафия в России. По словам Брайана, из этой суммы осталось около 100 миллиардов долларов, то есть 550 вылетели в трубу. Осталось около 100, поскольку 300 миллиардов долларов заморожены, это активы Центробанка в Брюсселе, которые в основном. И в то же время лидер режима Путин тратит около 50-100 миллиардов долларов на укрепление оборонной базы, которая не строит ничего нового. Это вот я вам рассказывал. Это экономика, когда одна часть рабочей силы страны вместе копает глубокую яму, а потом, когда она выкопана, другая часть рабочей силы страны заливает ее бетоном. И потом опять то же самое повторяется заново. То есть производится то, что не имеет ценности в плане потребления. Поэтому Россия может быть сложно продолжать войну, продолжил американский дипломат, особенно если ей скажут, что замороженные средства в Россию не вернутся. Вот это очередное оружие Запада, которое, ну, пока особо этим делом Запад не афиширует, но держит в уме. И фактически использование этих денег, оно должно вот-вот начаться. Это вот тот же самый проект о 50 миллиардах долларов, которые должны пойти на развитие, прежде всего, оборонной промышленности Украины. Ну, а что касается ООН, то есть вот я вам рассказал, что делает Запад для подготовки к худшему сценарию, когда Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки. И составной частью этих мероприятий являются планы о развитии оборонной промышленности Украины. И прежде всего речь идет о производстве локальном в Украине дронов и своей линейки ракет. Ну вот недавно в Киеве побывал министр обороны Остин. По результатам этого визита Украина должна получить порядка 1,6 миллиарда долларов. Это будут инвестиции на производство, широкомасштабное производство в Украине дронов. И еще около 5 миллиардов, об этом сейчас ведутся разговоры, должны быть инвестированы в Украину для производства, налаживания производства массированного своей линейки ракет. И вот это то оружие, которое будут иметь большую дальность. Вот это то, что хочет Украина для нанесения ударов вглубь российской территории. Вот это и будет то оружие. И на него не будет никаких ограничений, потому что Украина будет являться собственником этого оружия, и она вправе принимать любое решение в тех условиях, когда она является жертвой агрессии. То есть весь вопрос, насколько быстро это будет организовано. Американцы торопятся, все деньги будут переданы до завершения срока пребывания Байдена на своем посту, то есть максимум до 20 января. Единственная серьезная проблема – сделать так, чтобы эти деньги оказались в деле, а не в офшорах. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшние выпуски. И, как всегда, слава Украине и вооруженных силах. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.